Быстрый и мощный разгром. Какой будет новая специальная операция Вашингтона? Есть новые детали. Россияне отчитались о новой победе. Где взвился триколор? Соратник Путина требует ударить по Украине еще больнее. Снова надули. Как украинцы вводят за нос представителей Москвы? Расскажем. Вас тут не стояло. Могущественную страну попросили убираться из важного региона. Тихая, но очень большая победа. Об этих и других событиях к утру воскресенья 1 февраля. Ключевые события дня без лишних слов. Это нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Трехсторонние контакты Украины, России и США в Абу-Даби стали одними из самых конструктивных с начала полномасштабной войны. Такую оценку дает The Economist встречам, которые состоялись неделю назад. Стоит ли ждать прорыва от нового раунда? По данным источников издания, близких к украинской делегации, самые болезненные темы, территории и гарантии безопасности в прошлый раз остались за скобками. Зато стороны могли согласовать отдельные технические элементы возможной сделки. Следующий раунд переговоров был запланирован на сегодня, 1 февраля, хотя на днях Владимир Зеленский допустил перенос даты из-за ситуации вокруг Ирана. По мнению The Economist, серьезных подвижек не будет ни в этот раз, ни как минимум до весны. Логика простая. К тому времени сойдет на нет зимнее наступление захватчиков, а в российской экономике начнут давать о себе знать накопившиеся проблемы. Мне почему-то кажется, что кто-то красиво водит за нос Владимира Путина. Не согласны? Опровергните меня в комментарии. Жестко и быстро, без второго Ирака, Дональд Трамп поручил своей команде разработать план разгрома иранского режима без затяжной войны, пишет The Wall Street Journal. На Ближний Восток уже отправлена крупная флотилия во главе с авианосцем Авраам Линкольн. По данным издания, обсуждаются несколько сценариев. Большой план – серия мощных бомбардировок объектов режима и корпуса стражей исламской революции. Более мягкий вариант – удары по символическим целям с возможностью эскалации. Рассматривалась и тактика давления угрозами без немедленного начала войны, но операция по захвату верховного лидера Али Хаминеи американцами считается крайне рискованной. Охрана жесткая, логистика сложная, а итог сомнителен. Власть может просто перейти к генералам КСИР. Задача нанести такой удар, чтобы Тегеран пошел на уступки, отказался от ядерной программы и прекратил репрессии против протестующих. А если получится, создать условия для смены власти в Иране. Российское командование отчиталось об очередной победе. Захватчики с опломбом сообщили о захвате населенного пункта в Запорожской области. Важность этого успеха состоит в том, что Терноватая находится на господствующих высотах, а в условиях запорожских и днепропетровских равнин контроль над высотами имеет, если не решающее, то в любом случае большое значение. Добавить бы голос Левитана, и получается почти выход к Ла-Маншу, но речь о селе, в котором до войны проживало чуть больше 1000 человек. Но самое интересное, что само взятие оказалось фейком. Населенный пункт остается под контролем Украины, сообщили силы обороны Юга. Военные подчеркивают, Терноватая находится примерно в 1,5 десятках километров от линии фронта. По данным обороны, противник применил типичную тактику инфильтрации. Небольшая диверсионная группа, воспользовавшись плохой погодой, тайно зашла в село и развернула флаги для записи с дронов. Ответ был быстрым. Уже через час украинские военные одну группу ликвидировали, вторую взяли в плен. Как там было у классика, от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел. Вместо вендетты, рукопожатия и улыбки. Рамзан Кадыров внезапно встретился в Москве с Сулейманом Керимовым, тем самым, которому еще не так давно объявил кровную месть. Теперь тон другой. Провел плодотворную встречу с братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю народ Чечни и народ Дагестана братьями, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях.
Напомним, в октябре 2024 года глава Чечни публично обвинил олигарха и 2 депутатов Госдумы в попытке заказать его убийство, якобы за 100 миллионов рублей. Поводом стал конфликт вокруг Wildberries. Крупная компания тогда ушла под крыло Керимова. Кадыров называл это рейдерским захватом, утверждал, что у основательницы маркетплейса Татьяны Ким отобрали бизнес. История дошла до стрельбы. В сентябре 2024 люди Кадырова ворвались в офис Wildberries в центре Москвы, недалеко от Кремля. 2 охранника ингуша погибли, еще 10 человек с обоих сторон получили ранения. А теперь вдруг этот неожиданный мир. Надолго ли? Организация Объединенных Наций на грани банкротства, и это не фигура речи. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш в закрытом письме прямо предупреждает: финансовый крах неминуем. Причина банальна: страны не платят взносы. К концу 2025 года долг достиг рекордных $1,5 миллиарда. По словам Гутерриша, уже к июлю у ООН может просто закончиться наличность. Кризис ускорили США, главный донор организации. Вашингтон резко урезал финансирование, отказался от обязательных платежей и пошел дальше. Президент Дональд Трамп заявил о создании альтернативного Совета мира, который, по его словам, может заменить бесполезную ООН. За 5 недель до конца года 48 стран не заплатили свои взносы полностью. Среди должников были не только США, но и Россия. Китай заплатил. Москва позже все-таки закрыла долг в $71 миллион. В ООН уже режут расходы. Бюджет на 2026 год сократили на 7%, до 3,5 миллиардов. Но Гутерриш предупреждает: этого мало. Либо государства начнут платить вовремя, либо организации придется переписать правила выживания. Напомним, ООН существует с 1945 года и объединяет 193 страны. Если организация рухнет, это будет не просто бухгалтерский провал, а символ конца послевоенного мирового порядка. Преемница вывезенного в США Николаса Мадуро Делси Родригес объявила о планах провести в Венесуэле масштабное обнуление прошлого. Выступая в Верховном суде, она заявила о подготовке закона о всеобщей амнистии, которая охватит весь период политического насилия с 1999 года и до сегодняшнего дня, то есть со времен прихода к власти Уго Чавеса и последующего правления Николаса Мадуро. Родригес называет это попыткой залечить раны и вернуть справедливость после десятилетий репрессий, фальсифицированных выборов и политического насилия. Одновременно она пообещала запустить национальные консультации по реформе судебной системы и закрыть тюрьму Эль-Эликойде, символ пыток и преследования оппозиции. Очевидно, что режим не хотел делать это добровольно, но это результат реального давления со стороны правительства Соединенных Штатов. Надеюсь, это так и есть. Надеюсь, более 700 заключенных, которые до сих пор находятся в центрах пыток в Венесуэле, очень скоро смогут воссоединиться со своими семьями. Но реальность пока отстает от слов. По данным правозащитной организации Foro Penal, с 8 января на свободу вышли менее 300 политзаключенных, хотя сама Родригес заявляла об освобождении вдвое большего числа оппонентов режима. На фоне энергетического перемирия громыхнуло другое оружие Кремля. На арене появился спикер Госдумы Вячеслав Володин со своим громким заявлением. Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия, оружия возмездия и достижения целей специальной военной операции. Но что-то мне подсказывает, что такие заявления подручные Путина делают тогда, когда у Кремля дела идут совсем плохо. Кстати, Володин, как и Медведев и обкалывающийся ботоксом Путин, понимают, что в случае настоящего применения оружия возмездия Запад ответит симметрично. И куда побежит вся эта кампания? А тут парадокс. В Москве задержали тех, кто проектировал укрытие на случай ядерной войны. Речь идет о руководителе научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий в НИИ ГОЧС Николае Посохове и его заместителе Игоре Сосунове. Как сообщает РБК, фигурантам вменяют получение взяток в особо крупном размере. По этой статье грозит до 15 лет тюрьмы. Посохов – ключевая фигура проекта модульного бункера КУП
М. Его разрабатывали как универсальное укрытие от ядерного, химического и биологического оружия, а также от ударов беспилотников. Проект запустили еще в 2015 году. Первый образец появился в 2017, а до серийного производства дошли только осенью 2024 года. И кто теперь поручится за качество этих бункеров, а, товарищ Володин? Пока внимание всего мира приковано к Ирану, в другой части мира, в одной маленькой стране, произошло событие огромного мирового значения. Китайцев вышибли из Панамского канала. Верховный суд Панамы единогласно признал неконституционным соглашение 1997 года, по которому компания Panama Ports Company, дочка гонконгской Hutchison Whampoa, контролировала порты Бальбоа и Кристобаль. Это два ключевых терминала по обе стороны канала, через которые проходит около 40% его контейнерного трафика. Решение означает одно: концессия аннулирована, контроль утрачен. Важно отметить, что до окончательного решения суда будет действовать период непрерывности работы с нынешним оператором без каких-либо изменений в операционной деятельности. После этого начнется переходный период, который завершится заключением новой концессии на условиях, благоприятных для нашей страны. Последствия жесткие и окончательные. Hutchison Whampoa теряет крупнейшие контейнерные терминалы. Правительство Панамы возвращает себе все активы без компенсации, а инвестиции более чем на $2 миллиарда и будущая прибыль сгорают. Важный стратегический логистический центр Коммунистической партии Китая в Латинской Америке уничтожен. Хотя компания зарегистрирована в Гонконге и контролируется семьей Ли Кашина, ее портовый бизнес в Панаме уже давно рассматривается Компартией как стратегический центр инициативы «Один пояс, один путь» в Латинской Америке. Без танков, без санкций, без шума, через суд. Для Пекина это не просто коммерческий провал, а геостратегическое поражение. Для Вашингтона сигнал, что Панама снова играет по западным правилам. Флаг США подняли над Гренландией. Европейский союзник Путина меняет курс, а азиатский оставил Москву без боеприпасов. Волна аварий погружает все больше российских регионов во мрак и холод. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. Приглашаю на вечерний выпуск с Алексеем Бурлаковым.